Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это вторая часть обзора. Давайте рассмотрим, какие активы сегодня представляют интерес и какие движения в ключевых российских акциях сегодня весьма вероятно произойдут. Так, друзья, давайте рассмотрим фьючерс на индекс РТС, склеенный фьюч. Соответственно, неделя началась несколько негативно. Просадка, пока не столь критичная просадка. Но если рассматривать дневочку уже, то здесь наметилась траектория движения, у которой цель движения будет 162 800 вот сюда, к этому значению, к этому диапазону. А если переходить на часовой таймфрейм, то здесь пошел импульс движения, у которого цель 163 400, 163 100. Критерий того, что это движение не произойдет по какой-то причине, это то, что сейчас мы удерживаем текущее значение, не добиваем 164 800, консолидируемся, и тогда действительно отсюда происходит отскок, у которого цель движения будет 166 500. На текущий момент я не наблюдаю драйверов для того, чтобы такое произошло. Да, здесь была попытка развернуться и отскочить, но судя по внешнему фону, сейчас более вероятно продолжение движения к вот этому диапазону. Опять же, если вот этот час, сейчас 9:36, хотя бы до часов 11-12 мы торгуемся вот здесь, в этом диапазоне, просадки не происходит, то весьма вероятно, что после обеда негатив сломится и будет отскок, у которого цель движения 166 200. Так, друзья, далее вопрос был по серебру. Давайте SFD посмотрим. Дневочка. Смотрите, после такой мощнейшей пятницы у нас, конечно, здесь какой-то определенный коррекционный откат должен произойти. Это касается не только серебра. По серебру у нас есть уровень, который 23, 22,9, 23. Соответственно, все вот эти сейчас пертурбации, которые будут происходить, если не приводят к пробитию вот этого диапазона, они приведут к тому, что здесь после консолидации все равно возникнет выход наверх, пробой 23,9 и движение в район 25,65. Так, далее давайте 4-часовик по серебру. Здесь, конечно, развивается несколько негативная динамика. Тут сейчас наметилось движение, у которого цель потестить нижнюю границу. Но опять же, обращаю внимание, 22,9. Какие бы сейчас здесь выкрутасы не были, если 22,9 остается непробитая, вот это все оно приводит к консолидации, набор гидрозина и движение вверх. Первая цель будет 24,4. Соответственно, если вдруг здесь все-таки возникает пробой, то движение, цель которого потестить 22,2, 22. Но с моей точки зрения на сегодня, на сейчас более вероятно движение наверх, либо консолидация в диапазоне, вот в этом диапазоне, и потом движение наверх. Так, друзья, далее палладий. Смотрите, по палладию сейчас 4-часовой таймфрейм я поставил, идет движение в таком вот диапазончике. И на самом деле здесь пока нет пробития 2550, он будет пытаться накопиться и отскочить с целью движения. Первая цель движения здесь 2750. Если все-таки 2550 внизу мы вот эту цель берем, пробиваем, вот здесь проходит где-то уровень, то тогда, да, по палладию может развиться очень существенное движение вниз. И цель этого движения будет находиться вот здесь, в районе 2470, а возможно даже 2400, просто 2400. Но пока, я думаю, весьма вероятно движение вот в этом боковике. Нижняя граница 2590, верхняя граница 2670. Так, друзья, далее платина, да, по ней тоже сейчас идет коррекционный откат, это недельный таймфрейм, но предыдущая неделя дает платине, пожалуй, самые хорошие шансы с моей точки зрения среди других металлов. Так, опять же, 4-часовик, здесь пошел слом тренда, попытка сходить потестить 970, но я думаю, сейчас более вероятна консолидация в районе достигнутых вот этих значений, попытка отсюда отскока, цель движения 1050. Движение вниз будет в том случае, если происходит пробой 995. Я думаю, вероятность этого события меньше, чем движение наверх. Так, друзья, далее вопрос был по евро-рублю. Евро-рубль tomorrow. Давайте посмотрим. Так, давайте дневочку сейчас возьмем. У нас
На текущий момент евро-рубль консолидируется в диапазоне 86,1 и верхняя граница 86,7. Ну, с утра размашистое движение для спота, тем более для евро, это, в общем-то, и тем более в понедельник, это вообще норма. В части возможного продолжения укрепления рубля к евро, здесь должен быть пробит диапазон 85,95, 86,15. Вот этот диапазон из 20 копеек, если он пробивается, то мы получаем импульс движения на укрепление рубля, цель которого 85 рублей за евро. Мне сейчас такой сценарий кажется менее вероятным, нежели консолидация в диапазоне и попытка выхода наверх на 87,3. Так, ну и вот 4-часовик. Здесь произошел выброс наверх, но этот выброс не добил конечную цель 86,7. И поэтому сейчас, скорее всего, будет какое-то время консолидация в диапазоне 86,4, 86,5. Так, ну если переходить на часовик, да, действительно, вот этот вот выход, раздача произошла, но цель движения, вот эта желтая линия 86,75, она на текущий момент не завершена. И поэтому здесь, я думаю, сейчас следующим образом будут развиваться события в рубль-евро. Если не возникает сегодня в течение дня коррекционного отката на укрепление рубля и пробой 86.35, то нас отсюда после проторговочки ждет движение наверх, у которого цель тестирования 86.75 и попытка здесь закрепиться. Если все-таки здесь возникает пробой, то уходит пара укрепляться рубль вот сюда вот в район 86.17, 86.2. С моей точки зрения, больше шансов на сегодня и на эту неделю это либо консолидация, либо движение вверх на ослабление рубля. Так, друзья, далее евро-доллар. Давайте возьмем для разнообразия российский фьючерс, дневной таймфрейм. Сегодня, как вы видите, пытается он хадрить и откатиться на 1,1750. Это по дневному таймфрейму. Переходя на 4-часовик, действительно здесь имеет место быть такая тенденция. Цель коррекционного отката находится вот здесь вот в районе 1,1738, она даже поменьше, пониже находится, чем на дневке. Соответственно, на текущий момент что может переломить вот эту тенденцию на движение вниз, на ослабление евро? Консолидация в течение сегодняшнего дня в диапазоне выше 1,1790. Если мы 1,1790 на сегодня удерживаем, то есть будут пробития коротенькие, потом затяжечки, то это приведет к тому, что евро здесь отстоится и следующая цель движения будет находиться вот здесь в районе 1,1860. Если здесь возникают пробои, то евро будет падать и цель движения будет в районе 1,1735 вот сюда вот. Но по 4-часовику здесь в чистом виде разворотная формация с целью движения как раз вот сюда вот или даже в район 1,1705, уже пониже всех этих значений. Однако, с моей точки зрения, вот этот импульс, который здесь набирался, потом здесь он повторялся, он пока еще себя не исчерпал. И поэтому здесь, с моей точки зрения, вот в течение, там, не знаю, до 3 часов сегодня, если 1,1790 устоит, то высока вероятность того, что после проторговочки дальнейшей здесь пойдет движение на отскок. Если сейчас он устойчиво пробивается, то здесь уже ничего не поделаешь. Здесь нет каких-то догм, что вот он отсюда пойдет сюда и все, зуб даю. Нет, такого нету. Так, друзья, далее вот вопрос был по такой компании Институт стволовых клеток человека, дневной таймфрейм. Ну, здесь, судя по фундаментальным показателям, по тому, какие цифры показывают отдельные источники, которые очень много пишут про эту хорошую медицинскую компанию, которая успешно сейчас выходит на американский рынок, то потенциал движения наверх, конечно, здесь не исчерпан. Что здесь надо понимать? Вот у нее образовался уровень 90, соответственно, если происходит пробой уровня 90, она отсюда очень быстро может откатиться с целью движения в район 66-67. Если 90 здесь не пробивается, то после консолидации или может быть даже сразу высока вероятность движения, цель вполне может достигнуть 130 уже на этой неделе, возможно даже сегодня-завтра. Но вот 90 для него роковой рубеж. Так, друзья, далее Сбербанк, недельный таймфрейм. Ну смотрите,
Здесь по неделе, если смотреть, то на самом деле движение наверх, которое оно вот на самом деле зародилось аж вот здесь, оно пока не закончено. По дневочке нарисовалась разворотная формация. Тут можно, если на свечи опираться, несколько моделей определить разворотных. Но здесь на что хотел обратить внимание, ключевой уровень на текущий момент находится в районе 322. Вот 322, 322,5, пробой этого значения весьма вероятно ведет к тому, что отсюда развивается проседание. И цель у этого проседания уровень 307,5 для начала. Вот. Если мы удерживаем 322, 322,5, то здесь после проторговочки отсюда возникает следующий выход. Цель его обозначена рядом источников на уровне 343. Ну если на 4-часовик переходить, то здесь есть все шансы к тому, чтобы в ближайшие дни эти 343 успешно и сделать. Потому что как бы он ни вырос, как бы ни смотрелся страшно лонг, здесь есть все признаки того, что движение наверх, оно пока еще не завершилось. С моей точки зрения, для меня вот движение сейчас этой бумаги наверх, оно несколько парадоксально, потому что, несмотря на все фундаментальные стратегические плюсы Сбербанка и отдача от этих плюсов, все-таки он достаточно серьезно вырос, а бумага самая тяжелая. Вот, и поэтому, здесь, кроме как массовое сжигание шортистов, я на текущий момент других путей для его роста не наблюдаю, потому что у всего есть свой предел. По-хорошему, после такого роста необходим коррекционный откат. Но опять же, 4-часовик указывает на то, что рост будет продолжаться. Неделька 4-часовик за рост. Дневка указывает на то, что должен быть коррекционный откат в районе 307,5. Так, часовик здесь и вообще все обстоятельства указывают на то, что должен он все-таки немножко скорректироваться. И сегодня на открытии весьма вероятно будет движение на 326, вот сюда вот. И возможно даже пониже попытка сходить в район 324. Так, друзья, далее давайте взглянем природный газ, недельный таймфрейм. Здесь по недельке разворотная формация. И целью этой разворотной формации скорректироваться на 3,2. 3,5, 3,2. Смотрите, какие здесь есть нюансы. Первый нюанс заключается в том, что дисбаланс и превышение спроса над предложением по природному газу сохраняется. И поэтому, несмотря на то, что пасут SFTC спекулянты по самой не балуйся в шортах на природный газ, здесь, с моей точки зрения, потенциал какого-то коррекционного отката, он, конечно, назрел, но он не более чем 3,5. 3,5-3,2, с моей точки зрения. По дневочке мы видим продолжение движения вниз. Но смотрите, мы сейчас вот подошли к незримой черте 3,8. Соответственно, если она устойчиво пробивается сегодня, завтра, послезавтра, туда по газу развивается дальнейшее коррекционное движение на 3,5, а то и на 3,2. Если такого движения в ближайшие дни не разовьется, то он здесь соберется с духом и уже на этой неделе отскочит на 4,17. Так, друзья, далее Новатэк, дневной таймфрейм по Новатэку. Смотрите, сейчас, конечно, Новатэк окажется под давлением цен на газ, которые просели. Весьма вероятно, по Новатэку мы увидим сегодня попытку коррекционного отката, и цель этого коррекционного отката будет тестирование 1,1670 вот этого значения. На самом деле по Новатэку пока 1650-1640 не пробито, все вот эти движения, они будут выкупаться и будут его тянуть наверх. С моей точки зрения, все-таки Новатэк хоть и интересная компания, но по ряду фундаментальных мультипликаторов, как бы на сегодняшний день это смешно не звучало, словосочетание, он просто неприлично дорогой. И, соответственно, с моей точки зрения, на текущий момент Газпром, при всех его капексах и так далее, это более интересный актив. Так, друзья, в общем-то, и наш самый главный Газпром, дневочка. Смотрите, здесь движение вот в этом консолидационном диапазоне. На самом деле, прелесть на текущий момент Газпрома заключается в двух вещах. Первая вещь, то, что он
не отработал уровни 2008 года, и его будут туда тянуть изо всех сил, всеми правдами и неправдами. И второй момент, здесь есть очень четко читаемый, мощный уровень 270. Соответственно, если этот уровень не пробивается, то все вот эти откаты, а сейчас, скорее всего, будет откат в район 282-280, они будут выкупаться и будут его тащить наверх. Вот только преодоление 270 устойчивый, не временный пробой, как мы здесь наблюдали, то есть должен либо сразу произойти пробой на большом объеме на 270-268 в моменте, или он должен устойчиво торговаться там 1-2 дня. Тогда можно будет говорить о том, что Газпром в ближайшее время пойдет и цель движения будет в район 220. Пока такого не произошло, его будут здесь консолидировать, но сегодня вот сейчас с учетом движения в газе, наверное, на 282-280 его откатят. Хотя, опять же, если переходить на 4-часовик, здесь никаких сигналов на движение вниз, на коррекционный откат, несмотря на негативный внешний фон, не наблюдается. То здесь наоборот наблюдается, что сейчас будет консолидация в диапазоне 290-294 и уход на 300. Я не совсем понимаю, как это произойдет, потому что все-таки цена на газ скорректировалась, и поэтому я думаю, все-таки больше вероятность с утра на открытии движения на 280-282, а там уже будут формироваться различные отскоки наверх. Так, друзья, далее HeadHunter 4-часовик. Смотрите, здесь интересная какая картина. Вот у него здесь проходит уровень 3400. Если этот уровень 3400-3380 мы сегодня не пробиваем, то здесь после набора позиций сегодня, ну в течение там, не знаю, полдня, будет попытка движения наверх и тестирования вот этого значения. Так, друзья, далее ВТБ. Все говорят, что ВТБ пал, но я бы не сказал, что он пал по недельному таймфрейму. Он просто находится вот в этом консолидационном диапазоне 4,8, 5,15, не более и не менее. Так, ну по дневочке, да, здесь картина немножко страшная, но на самом деле надо четко понимать, что уровень 5 копеек, он для него сейчас локально в течение нескольких дней является ключевым. Поэтому если данный уровень не будет пробит в ближайшие 1-2-3 дня, то после до набора позиций он отсюда пойдет брать приступом 5,5. Так, друзья, далее ГМК. Падает он, падает, но он подошел к своему серьезному уровню 24400, 24200. Вот здесь, если пробоя не возникает, то он неизбежно отсюда отскочит, и цель движения на сегодня, на завтра по нему будет на 25500. Если здесь возникает пробой, то весьма вероятно отсюда развивается движение вниз, у которого цель будет уже в районе 22750. Так, сейчас вот 9.59 премаркет, и он, судя по всему, будет пытаться тестировать 24 400. Вот пошли торги. 24 200, если не пробиваем, то на сегодня у нас отскок минимум на 25 тысяч, а может и повыше, вот сюда вот на 25 500. Так, друзья, далее Лукойл. Вот торги открылись, как хорошо, 4-часовой таймфрейм. Смотрите, у Лукойла вот здесь уровень 6300. Вот этот уровень, если он сейчас не пробивается, а если особого негатива не будет внешнего и по нефти, то он не пробьется, то по факту здесь до набора позиций Лукойл попытается сегодня-завтра отскочить на 6630. Если здесь возникает пробой, то следующая цель движения 6100 либо 6000. Так, друзья, далее Татнефть, где сейчас на открытии идет борьба за уровень 490. Если 490 в ближайшее время пробивочка подтверждается, начинается под ним проторговка, то мы на сегодня получаем движение уже к такому очень сильному уровню, это 470. Если здесь сейчас пробой не закрепится 490, то соответственно нас на сегодня ждет коррекционный отскок, у которого цель движения 505. Так, друзья, далее Яндекс. Ну смотрите, у Яндекса ситуация очень интересная, потому что он лежит на уровне 4900. На самом деле уровень 4900, просто здесь немножко повыше проведено, потому что диапазон 4900-4930. Соответственно, нахождение на этом уровне, если оно не приводит к его пробою сегодня, он отсюда весьма вероятно отскочит, и цель движения будет 5150. Вот сюда вот. Если здесь все-таки у нас формируется пробой,
но я думаю, это маловероятный сценарий, более вероятна консолидация, движение наверх, то, соответственно, мы по Яндексу идем вот сюда, вот на 4700. Я думаю, пока что либо консолидация, либо движение наверх. Так, друзья, ну вот американская акция одна, давайте Qualcomm посмотрим. По 4-часовику здесь наметилось движение, которое пока не завершилось. И цель у этого движения находится на 152, потестить вот этот уровень. Соответственно, вот это движение успешное наверх, оно не произойдет только в том случае, если будет откат и пробитие 144. Если 144 устоит, то, соответственно, либо в случае коррекционного отката, либо прямо отсюда весьма вероятно развитие вот этого движения и добой уровня 152. Так, друзья, далее Apple. Ну, смотрите, по Apple ситуация очень интересная, она очень многообразная, потому что здесь идет поджатие к уровню 150. Соответственно, если сегодня мы получаем пробой на объеме этого значения, то у нас по Apple будет цель движения находиться в районе 155, а может быть даже и 162, но это маловероятно. Вот, соответственно, сегодня, если мы не получаем пробой вот этого уровня, то сначала будет коррекционный откат на 145,7, и в случае дальнейшего движения вниз и пробоя 143,5 нас ждет отсюда просадочка, у которой цель движения вот эта оранжевая линия 137. А больше факторов на сегодняшний момент указывают либо на консолидацию вот в этом диапазоне у акции Apple, либо пробой и движение наверх. Так, друзья, ну в общем-то все, ключевые акции, активы. Спасибо за внимание, успешных торгов.